Всем привет, с вами Дэн, и как видите, у нас СМ-очка, новинка от Сан Мартин. И давайте-ка мы ее сейчас откроем и поглядим, а что там внутри. Опа! Ай-яй-яй, какие красавчики-то, а! Ай, кто смотрит... Так, не прыгать. Кто смотрит регулярно канал, тот знает, что есть такая версия GMT. Я вам показывал не с таким циферблатом голубым, да, или даже цвет Tiffany, а с черным. И многие писали, что, дескать, вот самый трушный это вот такой циферблат. И я решил, ну, не буду показывать GMT-шную версию, а лучше покажу новинку. В принципе, то же самое, все, но другой механизм, и GMT нет, поэтому трехстрелочник. И как раз с тем самым Tiffany циферблатом. И слушайте, ну да, я соглашусь. Вот такая версия, она прям реально очень-очень круто выглядит. И кроме того, это еще и собственный дизайн от Сан Мартин. И как мне кажется, вот именно вот этого я от них всегда и ждал. Чтобы было хорошо, вкусно и не хамажисто. Ну или даже, знаете, не прям вот стопроцентно, чтобы был хамаж. И вот за эту модель им нужно поставить просто 5 баллов. Но мы наперед забегать не будем, потому что нам надо эти часы детально рассмотреть. Значит, давайте сначала по комплекту. И у нас здесь уже что? Какого медальончиков не было и не будет, потому что теперь идут вот такие брелочки. Ну, в принципе, может быть, брелочки даже в хозяйстве больше пригодятся. Макулатурка, гарантия, инструкция и все такое прочее. Инструменты для укорачивания, либо для замены ремешка и браслета. И в моем случае в подарочек мне положили вот такой ремешочек. И вот это, я вам скажу, то, что нужно для этих часов. Потому что он в цвет циферблата. Сейчас все поглядим. Ага, и еще шпилечки про запас есть. И вот это прям хорошо. Ребяточки, а. Молодцы. Ремешок фирменный, брендированный, с классной баклей Сан Мартин. Здесь, кстати, такие у нас кожаные, да, вставочки специально для ремешочка. Ой, здесь тоже кожа. Ну и в цвет, конечно, в цвет, да. Тканевый ремень, в цвет циферу. И в цвет безелю. Класс. На лето самое то. На лето самое то. Вообще шикарно. Шикарно. И по-другому сразу модель прям воспринимается иначе. Воспринимается еще более яркой. Ну, конечно, браслет здесь настолько хорош, что ремешок тканевый, каким бы он классным не был, конечно, браслет здесь просто рулит. Я вам, кстати говоря, уже одну из новинок Сан Мартин на этом браслете показывал, и он меня, конечно, просто невероятно порадовал, потому что этот браслет сделан просто шикарно. Давайте сразу с него и начнем, чтобы уж не отвлекаться потом. Потому что, видите, да, вот эти такие бусинки здесь, такие звенья трехмерные, просто супер круто сделанные по центру. Всего здесь 7 звеньев получается, да, в каждом звене. И, ну, этот браслет прям произведение какое-то искусства. Вот они действительно идут вперед и делают чего-то такое, чего еще не было. Это здорово. Выглядит он реально круто. Вот эта многомерность, она видна, как мне кажется, даже через камеру, но вживую, поверьте, невероятно выглядит. Очень круто. Новая застежка, которая уже появилась несколько месяцев назад, где с кнопочкой, соответственно, мы нажимаем на кнопку и можем оперативно регулировать вот эту вот часть на, сколько тут получается, да на сантиметра полтора. На 1,5 сантиметра, чего полезно как раз летом особенно, да. Захотел, ослабил, например, на солнце, на жаре, или там, допустим, вы с этими часами ныряете. Ну, застежки у Сан Мартин всегда были шикарные, а вот эта последняя версия, они уже даже название придумали, называется она Fly, потому что на лету можем мы ее менять, да, и сделано это, конечно, шикарно, круто. И она достаточно тонкая. Я считаю, что из того, что есть сейчас на Алиэкспрессе, в целом, наверное, у микробрендов, это лучшая застежка. Ну, она просто очень крутая. Таким образом, здесь и застежка, и браслет, вот то, что лучше сейчас может предложить Сан Мартин. Ну, понятно, если вам нравится такой браслет, может быть, вы любите обычный Ойстер. Правда, здесь нет системы быстрой замены браслета, да, и немножечко обидно, хочется, чтобы в следующей генерации она уже была, к тому же, ну, у нас в комплекте есть ремешок. Но, в принципе, ладно, это уже привыкли мы, да, к тому, что все есть, и хочется еще больше.
Так, значит, давайте теперь пройдемся по характеристикам. Референс у этой модели SN0115G. А напомню, что референс у модели с GMT, с такой же, да, с такой же расцветкой, с черной расцветкой, он SN0116. Да? Вот, а здесь трехстрелочник, как раз для тех, кому нравятся больше трехстрелочники. Внутри стоит механизм Seiko NH35 сейковский, да, надежная рабочая лошадка, и никакой даты здесь нет, соответственно, в NH35 как раз даты тоже не предусмотрены. Есть такая версия черная, есть вот эта вот версия голубая. Безель на... Какой хороший четкий безель. Безель на 120 кликов. Внутри керамическая вставка синего цвета, такого яркого, сочного. Хорошо сочетается с этим самым, который внутри у нас голубой. Суперлюминова BGW9 на метках-стрелках. Сталь по браслету, по корпусу 316L. 200 метров водозащиты. Сапфир плюс внутренний антиблик. И, как видите, накладные такие трехмерные часовые метки и накладной тоже логотип, который чуть-чуть, кстати, шрифт по логотипу поменялся. Он такой более рубленый, что ли, стал. Может быть, давно уже, я что-то вот сейчас только обратил на это внимание и заметил. Ну, вот такой вот, да. Такой же, как на этом брелке. То есть здесь что-то, ребята, меняет. На момент записи ролика 24 тысячи рублей на Алиэкспресс эти часы стоят. Но, сами понимаете, курс меняется быстро. Всякие скидосы, купончики и все остальное. 38 с небольшим по диаметру. Слушайте, они оказались мне даже больше. Интересно. 13 по высоте. О, хорошо. 20 браслет от ушка до ушка. Здесь длинные ушки. Сколько получается? 46,5. Ну, в целом все равно не так много. Мое запястье 20... Что-то я загнул-то. 18,5. И посадка вот такая. Ну, браслеты очень удобно. Видите, первое звено сразу загибается вниз. Хотя ушки длинные и ушки достаточно такие плоские, больше в немецком стиле. Но за счет того, что здесь небольшой диаметр, посадка шикарная. Я думаю, что на небольшое запястье будет все окей, а на среднее будет окей. На крупное, ну, надо смотреть, как вам нравится. Плюс 4 сантиметра здесь точно про запас есть. То есть, ну, сядут практически любому любителю подобных часов. Что по корпусу, да, ну, корпус такой немножечко в стиле, я бы сказал, 60-х, когда отчетливо задняя крышка видна, безель как отдельно, да, и центральная часть корпуса достаточно узкая с сатинированием. По краю, по ребру идет зеркальной полировкой с одной и с другой стороны, и здесь она не прерывается, где заводная головка. Заводная головка очень приятная, кстати, нигде ничего не царапается. Логотип есть. По безелю тоже, вот не сказал этот момент, безель здесь идеально сделан, в том плане, что хороший хват, то есть хватать можно его уверенно, при этом он нигде не режет, не цепляет. В общем, за последний год, конечно, работа проведена достаточно серьезная, то есть рубленые, классические, даже, так я бы сказал, даже характерные для Сан-Мартин грани остаются на моделях, но при этом чуть менее резко везде они делают, то есть для тех, кто боится сбрить свои драгоценные волосы на запястье, ну это шутка, естественно, шутка юмора, а все уже не так, то есть, да, здесь достаточно гладко. Не мыльные, конечно, не как, например, на Seiko 5, да, кто любит вот мыльные браслеты и корпуса, но в целом здесь достаточно все аккуратно и гладко сделано. Никакого люфта нет, никаких промежутков между корпусом и браслетом нет. Ну, мы к этому уже давным-давно привыкли у Сан-Мартина и никак не можем, наверное, теперь уже смириться, что у многих швейцарцев и особенно японцев здесь все может гулять, гуляй ветер, в общем, да. Ну так, немножко отвлекся. Красивые рубленые грани у ушек. Выглядит все многомерно, просверленные ушки, так что для удобства, опять же, снятия браслета. На винтах звенья. И задняя крышка без какой-либо красивой гравировки. Хотелось бы, может быть, что-то здесь увидеть, но ладно, в общем. Давайте посмотрим, кстати, по весу на полном браслете, чего получается. Я бы не сказал, что часы тяжелые, но, тем не менее, 144 грамм. Ну и, конечно,
конечно, вот этот циферблат. Как видите, серебристая часть идет, где минутная разметка. Потом как бы на небольшом подиуме у нас появляется вот эта основная часть, где идет уже заливка, да, из такого бирюзового цвета. И опять же он классно сочетается с оранжевой секундной стрелкой. Зеркальная полировка по часовой стрелке, по минутной, и зеркальное такое же обрамление идет по меткам. И опять же, вот такая толика винтажности здесь есть, потому что идет на контрасте как раз вот это серебристое такое кольцо. Ну, не то чтобы серебристое, но близко к этому. Кольцо, где минутная разметка. И сам циферблат от этого кажется чуточку меньше. И плюс он, опять же, идет на контрасте. Вот у нас два таких оттенка синего. Да, тут голубой и темно-синий. Ну, красиво вообще, нравится мне эта модель. Мне понравилась еще версия GMT. Но, в принципе, трехстрелочник даже, может быть, в каком-то плане будет интереснее. Если вам GMT не нужен, то трехстрелочник, он, в принципе, из-за механизма даже стоит чуточку дешевле. Матовый циферблат. Вот это самое кольцо с минутной разметкой, про которое я вам говорил. Керамический безель. И вот эти вот интересно сделанные ушки. Ну и браслет, да. Ну, что сказать по итогам? Конечно, хейтеры скажут, что опять Сан-Мартин и опять все хорошо, но, а собственно, если все хорошо, то что мне говорить? Конечно, мне надо говорить, что это шикарно. И, конечно, большинство конкурентов в этой ценовой категории просто идут домой, в школу, учиться, делать домашние задания и пытаться сделать за такие же деньги и такое же качество по характеристикам и такое же качество по отделке. Но не знаю, справится или нет, а Сан-Мартин в очередной раз показывает, что можно делать вот так хорошо, вкусно, красиво, да еще теперь и с собственным дизайном. Ну, это просто вау. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.